Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Это видео будет продолжением серии видео о серверной материнской плате Lenovo RD450X. И в этом видео я покажу, какой она должна быть комплектация для того, чтобы ее можно было просто запустить и хотя бы проверить. И будут некоторые уточнения, потому что в прошлом видео были некоторые неточности. Итак, как вы видите, у нас материнская плата. Так, минуту. Так, чтобы было все с самого начала. У нас материнская плата, и она уже в сборе, который можно запустить и проверить работоспособность платы. Основная проблема с этой материнской платой у меня была в том, что не было вывода с встроенной графической картой. Вот здесь у нас есть видеовыход на монитор. Но будем по порядку. Итак, у нас двухпроцессорная серверная материнская плата. У нас вот здесь у меня подключен один процессор, здесь у меня второй. И еще один такой момент, оказывается, что крепление для кулера у этих сокетов нестандартно, и вам нужно будет купить на AliExpress соответствующий переходничок, как он называется, не помню. Но, в принципе, в интернете можно легко это найти, в том числе в AliExpress. Извините. Для того, чтобы проверить материнскую плату работоспособность, достаточно использовать только один процессор и одну планку памяти, причем планка памяти должна быть объемом не менее 8 гигабайт, и планка памяти должна быть именно серверная. В данном случае у меня RDIMM Samsung, вот 8 гигабайт, и вот она здесь подключена стоит. В качестве процессора у меня используется Xeon i5 2680V4. Сверху подключен кулер, причем без переходника, он просто на термопасте MX4, я его поставил, и этого для теста вполне достаточно. Переходничка в данный момент у меня в наличии нет. Ну, плюс он вот здесь, как видите, подключен. Блок питания. Итак, блок питания, вот если видно, у меня недорогой AGIO Warrior AK700. Все, чтобы материнская плата запустилась, достаточно, чтобы было вот основное питание, разъем, и дополнительно одно питание для процессора, потому что тут еще есть второе, его втыкать не обязательно. Далее, есть у нас здесь чип, который отвечает за контроль работы самой материнской платы и за, собственно говоря, видеокарту. Он довольно сильно греется, вот, и сейчас он немножко замазан, ну, я снял. Я на него поставил вот такой вот маленький радиатор. Ну, для видео я его снял, как бы, но на всякий случай рекомендую поставить, потому что этот чип по какой-то причине достаточно сильно греется, и, ну, на всякий случай было бы неплохо его охладить, да, такой нюанс. Так, далее, ну, здесь у меня подключена клавиатура, вот, и я вставил уже видеокарту внешнюю PCI Express, вот, но до того, как я ее вставил, была проблема в том, что я все это дело собрал, запускаю материнскую плату, и она вроде бы стартует, проходит инициализация, там загорается лампочка Numlock на материнской плате, но вывода изображения нету вообще. Что с этим делать, я не знаю. Ну, честно говоря, я пробовал, покупал, но у меня как бы монитор поновее, и там уже встроенного VGA VGA разъема нету, поэтому пришлось покупать вот такой переходничок HDMI VGA. Но даже с ним ничего не помогало. Вот, я маялся, парился, не знаю. Ну, в общем, была проблема, и я решил выяснить, хотя бы работает ли, в принципе, эта материнская плата. И можно сделать такую хитрую штуку. Можно вот сюда подключить сетевой интернет-кабель и воткнуть его в роутер, и запустить все это дело, и посмотреть в роутере, покажет ли ваш роутер данное устройство, данную материнскую плату. Ну, там по какому-то названию вы ее точно узнаете среди знакомых устройств. И также вам роутер покажет IP-адрес, назначенный этой материнской плате. По этому IP-адресу вы можете с другого устройства, например, я заходил с ноутбука, зайти, и там вам откроется так называемый Think Server Management модуль, кажется, так он называется, TMM. Вот. У меня это удалось, через браузер я смог зайти в этот модуль. Ну, началась эпопея с подбором паролей, логинов, и все логины и пароли, которые были доступны в интернете, мне не подошли, но мне повезло, и этим логином и паролем оказался, ну, два слова: логин Альберт и пароль тоже Альберт. Когда я уже туда попал,
Там посмотрел разные настройки, попробовал найти возможность переключения видеокарты изображения с встройки на внешнее, но ничего там не нашел. То есть, в принципе, ну, проблема не была решена. То есть материнка вроде бы работала, но без изображения. А без изображения эта материнская плата, ну, как бы не очень-то и нужна, да. Далее, что я сделал? Я нашел такой монитор, старенький монитор с родным разъемом VGA, и уже через полностью нативный, видите, VGA такой кабель, материнка, монитор, мне удалось подключиться к монитору и получить изображение, то, которое должно быть при старте материнской платы. Честно говоря, как это изображение получилось, какая должна быть последовательность для того, чтобы получить изображение на монитор, я так и не понял, потому что, ну, если долго потыкать там клавиши, Escape, Enter, F1, поперезагружать, то на какой-то там n раз оно срабатывало, вот, и, но никакой стабильности не было. Тут я могу сказать, что, возможно, проблема в том, что встроенная видеокарта здесь не умеет определять определенные там, допустим, новые либо какие-то особые модели мониторов. Также могу предположить, что не все переходнички будут адекватно работать, да. И также, возможно, этот монитор, который я взял старенький, он тоже не совсем корректно работает, потому что у него были моменты, он подвисал изображение, не всегда хотел показывать, как бы, ну, в общем, есть нюансы, ну, так или иначе, тут я вам ничего сказать не могу. Если у вас есть какая-то информация, можете написать в комментариях. Так или иначе, мне удалось попасть в BIOS. В BIOS мы попадаем с помощью нажатия кнопки F1 на клавиатуре. И в BIOS я нашел настройки, которые отвечают за подключение и вывод изображения через внешнюю видеокарту. Я вам прям монитор показывать не буду. Я в тексте под видео напишу, какая-то должно быть раздел, где что включать. Вот, но мне удалось с помощью этих переключений ставил видеокарту и получить стабильное изображение каждый раз уже с встроенной видеокарты на монитор. Также добавлю, что если у нас есть такой вот DIP переключатель, да, он отвечает за сброс BIOS и системы аварийную перезагрузку. Я тоже, ну, не знаю, много раз перезапускал, переключал. В общем, не могу сказать, что оно прям что-то дает, как бы какая-то перезагрузка идет, но без изображения трудно что-то сказать. Поэтому я вам дам ссылку, и там есть ссылка на документ этой материнской платы, и там все детально расписано, что означают эти переключатели. Сейчас не вспомню, не хочу затягивать. Посмотрите там, попробуйте поиграться с этим переключателем. Также там вы найдете информацию о заполнении слотов памяти и, в принципе, много другой информации. Также, что еще? Ну, вот у меня тут есть переходнички, про эти переходники я рассказывал в прошлом видео, да, и у меня вот есть такие контакты Power SV, собственно говоря, это у меня кнопка включения. Также при запуске нужно понимать, что первый запуск конфигурационный, когда там, допустим, не было батарейки, вы поменяли процессор, то материнка сама запустится, сконфигурирует, потом отключится. Потом после включения где-то минуты 2 ничего не будет происходить. И это для этой материнки нормально, ну, возможно, для всех остальных тоже серверных материнских плат нормально. Нужно подождать, пока где-то вот в этом районе она загорится. Сейчас вы видите, не загорится индикатор, лампочка такого желто-зеленого цвета. Вначале она загорится постоянным свечением, потом пару раз моргнет, а потом начнет моргать постоянно. Когда начнет моргать постоянно, это означает, что материнская плата вошла в полноценный рабочий режим. Также вы должны увидеть на самой клавиатуре, у вас должна засветиться лампочка Numlock. Это инициализация клавиатуры самой системы, показывает, что она готова. И после того, как загорается Numlock на клавиатуре, должно появиться изображение на мониторе. Вот, что ж, давайте запустим и посмотрим, как это происходит в процессе. Так. В качестве кнопки буду использовать пинцет. Чик-чик. Не пугайтесь, тут все аккуратно, и это, ну, работает. Так, проверим. Вентилятор на месте. Так, поехали. Стоп. Да, я же для эксперимента отключил блок питания.
Минутку. Сейчас мы все. Да, вот, я включил питание. И теперь мы должны минутки 2 подождать, пока не загорится лампочка индикации, которая показывает, что все хорошо с материнской платой, можно запускать. Поэтому ждем, да, надо подождать. Такая у жена, не знаю, или можно этот режим отключить в BIOS. Там есть разные настройки, но честно не скажу. Опять-таки, если у вас есть какая-то информация по этому поводу, можете написать в комментариях. Будет полезно мне и другим пользователям этой материнской платы. Так. Ждем. Да, еще пока мы ждем запуска, в BIOS я переключал режимы работы видео, разные типы BIOS, как я понимаю, Legacy и UEFI, и более новый это UEFI, а старый это Legacy. И в общем при старом Legacy изображение с видеокарты не подавалось. Поэтому после переключения настроек в BIOS на... О, видите, смотрите, видите, загорелась лампочка, горит. Ждем. Опа, мигнула. И начала мигать. Видите? Значит, с материнской платой все хорошо. Теперь я жду, чтобы появилась... Хотя нет. Все, да, она замигала. И теперь мы включаем. Так, Power SV. Это у нас... Да, видите, запустилась. И теперь ждем, пока не появится, не загорится индикатор на клавиатуре Numlock. Бипер нам дал какой-то невнятный сигнал. Тут, в принципе, бипер не знаю для чего, как бы никаких особых функций он не делает, никаких звуков я от него не слышал особых, поэтому, ну, как бы есть хорошо. Так, мигает наша лампа. Так, лампочка загорелась на клавиатуре Numlock. И сейчас должно появиться изображение, да, и у меня на мониторе появилось изображение Lenovo ThinkServer и нажатие кнопок Escape, F1, F12 и F10. Тут, ну, нажимаем F1 для входа в BIOS. Чик, нажал. Так, и я попал в BIOS. Ну, могу немножко рассказать про мой BIOS. Значит, материнская плата Product Name RD450X, BIOS version R450X 235, ME version 3.1.3.38, ME current state operational, BMC version 2.36.13.15, IPMI version 2.0. Так, а теперь я вам подскажу, куда нужно зайти, чтобы... Блин, у меня тут на столе все так закидано, что, блин, сделать это не так просто. Уж извините, видео не супер блогерское, но какое есть. Надеюсь, пользы в нем будет много. Так, я взял клавиатуру. Упс. Так, идем. Значит, закладка Advanced, заходим в Chipset Configuration, и здесь... Так, нет, это не здесь. Значит, Advanced и PCI Express Configuration, сюда заходим, и, значит, настройка Above 4G Decoding Enable, SRIOV Support Enable, PCI Express ASPM Support L1 Only. Здесь. И перебегаем на вкладку Boot, загрузка. И здесь мы выбираем, значит, CSM Configuration. Заходим, значит, CSM Support Enable, Boot Option Filter. Включаем UEFI and Legacy. Значит, Launch PXE Op ROM. Включаем UEFI, значит, и видео настройка переключаем с Legacy на UEFI. После этого мы сохраняемся и выходим.
Да, ну компьютер перезагружается. Да, и входит уже в саму Official Version 2.40, да. Вот, в общем, такая вот история. Надеюсь, вам это видео поможет в запуске вашей материнской платы, в ее настройке. Извиняюсь, что без ну, дополнительной информации, без включения видео, честно говоря, уже немножко устал этой материнкой заниматься. Ну, в любом случае, спасибо вам за внимание. Ставим лайки и подписываемся на мой канал. Всего хорошего, до свидания.